Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно связать вот таких цыплят. С них можно сделать брелочки. Вот они такие маленькие, симпатичные. Как вы видите, игрушки самостоятельно сидят, вяжутся очень быстро. Такого цыпленка вы сможете связать за 10 минут. Вот как он смотрится. Здесь вообще нет никаких пришивных деталей. Начинаем вязать снизу, вывязываем лапки, вяжем туловище, вывязываем крылья, переходим вывязывать голову, вывязываем клюв, завершаем вот изделие, приклеиваем глазки, нет никаких утяжек, и получается вот такой цыпленок, брелочек можно сделать. По размерам 6-6,5 сантиметров. Игрушка небольшая, потому и расход пряжи тоже будет небольшой. Приступим к вывязыванию вот такой красоты. Для цыпленка я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать от туловища к голове. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В первом ряду 7 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Во втором ряду 14 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду будем вывязывать ножки. Вяжем 1 столбик без накида, 2, 3 и четвертый столбик не до конца. Берем оранжевую пряжу и переходим, вот завершаем оранжевой пряжей. Теперь будем вывязывать ножку. 1 столбик с накидом, провязали, но не до конца не завершили. Второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Все столбики провязали не до конца. Теперь провязываем 3 петельки на крючке, берем желтую пряжу и будем завершать все желтой пряжей. Вот вывязали первую ножку. Вот эти два хвостика связываем на 2 узелка. Так, теперь вяжем 2 желтых столбика без накида. 1 и второй довязываем не до конца. Берем оранжевую пряжу и завершаем этот столбик. Вывязываем вторую ножку. 1 столбик с накидом не до конца, второй столбик с накидом не до конца и третий столбик с накидом не до конца. Провязали 3 петельки на крючке, берем желтую пряжу и завершаем все желтой пряжей. Вывязали ножку вторую. Теперь довязываем остальные 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6. В третьем ряду без изменений 14 столбиков. Теперь вяжем четвертый ряд. Оранжевую пряжу я не отрезаю, так как будем вывязывать еще клювик. 1, 2. В четвертом ряду провязываем 14 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Переходим на пятый ряд. В пятом ряду тоже вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. В пятом ряду 14 столбиков. В шестом ряду будем вывязывать крылья. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать еще один столбик или на один меньше, для того, чтобы крылышки были вот по бокам туловища. И теперь набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительную петлю. Далее 1 столбик без накида. И в следующую воздушную петлю второй столбик без накида. Теперь сделаем соединительную петлю в тот столбик, из которого мы вывязывали это крылышко, для того, чтобы не было дырочки. И вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем второе крылышко. Набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В первую воздушную петлю, во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительную петлю. Далее 1 столбик без накида и еще 1 столбик без накида. Вывязали второе крылышко. Снова делаем соединительную петлю в тот столбик, из которого мы вывязывали воздушные петли. И довязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Без изменения 14 столбиков. Вяжем 7 ряд. В 7 ряду нужно сделать 7 убавлений. 1, 2. На этом этапе я взяла немного наполнителя и наполнила наполнителем. И продолжаем убавлять. 3, 4, 5 убираем, 5, 6, 7. В 7 ряду получилось 7 столбиков. Вяжем 8 ряд, и это уже будем вывязывать
голову. Здесь вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, ставим маркер. Вторая прибавка. Теперь 1 столбик, 2 прибавки, 1 прибавка и вторая прибавка. 1 столбик и в конце прибавка. В конце 8-го ряда получилось 12 столбиков. Переходим на 9-й ряд, провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4 и 5-й столбик завершаем оранжевой пряжей. Здесь тоже смотрите, возможно, вам нужно провязать на 1 столбик меньше или больше. Все зависит от вашей плотности вязания, чтобы по центру получился вывязанный клювик. И вывязываем клюв. 1 столбик с накидом не до конца, 2 столбик с накидом не до конца и 3. Провязываем 3 петельки. И теперь 2 завершаем желтой пряжи. Получился такой клювик. Оранжевую пряжу отрезаем, она нам больше не нужна. Здесь я пару столбиками прихвачу оранжевую пряжу. Это провязываем далее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 9-м ряду 12 столбиков. Вяжем 10-й ряд, провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Снова берем наполнитель и немного наполняем наполнителем. И вяжем последний 11 ряд. Здесь нужно сделать 6 убавлений подряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Отрезаем ниточку. Дозаполняем игрушку, если еще нужно. Теперь спрячем эту дырочку за передние стенки каждого столбика. Так проходим иголкой с ниткой, затягиваем, вкалываем в середину и выводим ниточку где-то сбоку. И вот получилась такая заготовка. И вот я приклеила глазки. Глазки клеевые. Они по размеру где-то миллиметра
6, 7. Вот такие. И по желанию можно сделать вот такой чубчик. Я сейчас покажу, как его делать. Ну, на этом цыпленке я не буду делать. Вот берем ниточку. Я брала полухлопковую нитку. Делаем так петелечку. И через эту петелечку протягиваем 2 ниточки. Отрезаем нужной длины и вот зацепляем там, сколько вы хотите, чтобы было таких вот ниточек, да, там 3, 4, вот так все рядышком. Отрезаете и расслаиваете эту ниточку. И получится цыпленок вот с таким чубчиком. Вот таких цыплят можно связать очень быстро. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!